Оригинальное название фильма «Человек-паук 3», но наши прокатчики, как это часто и бывает, решили отличиться и добавить подзаголовок «Враг в отражении». В первоначальном сценарии появление Венома было таким же, как в мультсериале 1994 года. Астронавт Джон Джеймсон возвращается после космической миссии с незваным гостем на борту. Питер это дело фотографировал и случайно подхватил паразита. Но, чтобы сэкономить время и деньги, интереснейший эпизод заменили на это. Когда симбиот цепляется за номерной знак Питера на мотоцикле, он принимает форму буквы V, что является сокращением от Веном! Томасу Хейдену Чорчу потребовалось около 16 месяцев работы в спортзале, чтобы привести себя в форму для исполнения роли песочного человека. Все было ради благой цели. В лаборатории Гарри нам показывают маску Гоблина его отца, золотую маску как отсылку к Хоб-Гоблину из комиксов и модную молодежную маску Гарри, которая умеет волшебным образом куда-то испаряться. Вот это мощь откуда? Нанотехнологий. Композитор Кристофер Янг появляется в сцене увольнения Мэри Джейн. Он изображает пианиста. Это круто, это супер! В какой-то момент у боссов студии появилось намерение разделить фильм на две части, потому как создание киноленты на стадии постпродакшена заняло очень много времени. Давайте пройдемся по термину постпродакшн, чтобы всем все было понятно. Это для тебя. Постпродакшеном называют этап производства фильма, когда весь материал уже отснят и его остается привести в надлежащий вид. Добавить графику, озвучить, сделать цветокоррекцию, наложить разные звуки, создать музыку, а также из множества дублей выбрать лучшие и склеить их в конечный вариант. Понял. Точно понял? Думаю, да. В общей сложности производство картины растянулось на 2 года 10 месяцев. Львиная доля времени ушла на разработку компьютерных программ для визуализации песочного человека и его возможностей. Но от идеи разделить фильм все же отказались, потому что Сэм Рэйми не смог найти точку в сценарии, где фильм можно было бы органично разделить. Знаете, и один человек, пожалуй, может многое изменить. Дизайнер визуальных эффектов фильма создал миниатюру из небоскребов в масштабе 1:16, для того, чтобы можно было реалистично изобразить ущерб, нанесенный зданием, а также сэкономить время и затраты на графику. Ничего себе! Брайс Даллас Ховард выполняла все свои трюки сама, несмотря на то, что она была беременна во время съемок. Все хорошо, спасибо. Для сцены вручения ключа от города более 600 воздушных шаров были расписаны вручную маркером. Конечно, проще было бы заказать, но видимо так дешевле. Поздравляю, Бэк, плачу тебе $50. О, отлично. В первоначальном сценарии в фильме присутствовал стервятник, на роль которого был выбран Бен Кингсли, но из-за перегруженности различными сюжетными линиями его убрали из сценария. Приехали. В сценах с участием песочного человека использовался настоящий песок. Исключение делали для съемок сцен, в ходе которых песочник, рассыпаясь, оставляет под собой своих противников. В таких эпизодах вместо песка было решено использовать измельченную кукурузную крупу, чтобы не причинить вред здоровью актеров. Да, прекрасно. В ходе съемок сцены, в которой кулак паучка проходит сквозь песочного человека, место Тоби Магуайра занял уникальный дублер, единственный в мире однорукий чемпион мира по боксу Бакстер Хамби, известный под псевдонимом «Однорукий бандит». Он наносил удары ампутированной до локтя рукой, а вылетающий с другой стороны песочного человека кулак потом добавили при помощи графики. В натуре? Ага. Сцена с броневиком была снята в центре Кливленда из-за высокой стоимости съемок в Нью-Йорке. Для этого перекрыли несколько улиц в центре города, а также перекрасили тротуары, чтобы они выглядели как в Нью-Йорке. Также демонтировали часть дорожных знаков и высоковольтных опор. График съемок совпал с плей-оффом НБА, из-за чего трафик на дорогах был повышенным. Несмотря на все это, сообщалось, что жители Кливленда были рады такому событию и не жаловались на неудобства, сопутствующие съемкам. Человек-паук! Здорово! Ух ты! Дата премьеры третьего фильма была объявлена еще до выхода второй картины. Классно! Бюджет киноленты составил $258 миллионов. Сейчас этот фильм занимает 12 место в рейтинге самых дорогих фильмов. Догадываетесь, какие фильмы занимают первые места? Я сама неотвратимость. А я так просто железный человек. Это случилось благодаря тебе, Брюс. Твои родители гордились бы тобой. Надеюсь.
Как и в предыдущем фильме, арендатор Паркера Мистер Диткович. является отсылкой к Стиву Дитко, соавтору комиксов о Паучке. А в комнате Питера также можно заметить фото МJ, сделанное им на научной выставке в первом фильме о Пауке. Я в восторге. Прелесть. В сцене драки Паучка и Песочного Человека актер Томас должен был показать всю силу и ярость своего персонажа, разбив кулаком бетонную стену. Чорча уверили, что на съемках его ждет заведомо треснутая декорация, но в итоге актер сломал себе 3 костяшки. Кто-то просто не выполнил свои обязанности, и стенка оказалась достаточно твердой для серьезной травмы. Нифига себе. Работа над фильмом объединила всех 3 братьев Рэйми. Сэм Рэйми режиссер, Иван Рэйми был одним из сценаристов, а Тед Рэйми вернулся к роли Хоффмана, а также еще одна актриса по фамилии Рэйми. Хочешь узнать, о ком я? Обязательно досмотри это видео до конца, и все станет понятно. Правда? Что, это для тебя важно? Бесконечно. Актер Брюс Кэмпбелл мог сыграть Мистерио в 4-м фильме, если бы не случился перезапуск. А это был бы интересный поворот, при том, что он снялся в 3 фильмах Человек-паук, играя разные роли. Чтоб не нарушать целостность иллюзии. Из сюжета была вырезана сцена, в которой Песочный Человек, после того, как выбрался из канализации, снова решил навестить свою жену и дочь, замаскировавшись под видом огромного песочного замка в парке. Когда мама отошла на минуту, Пенни обратила внимание на замок и как-то догадалась, что это ее отец. Потом, когда Пенни вместе с мамой уходили из парка, в последнем кадре показывают Флинта, который провожает свою дочь взглядом и говорит: «Обещаю тебя, в этот раз он меня не остановит». Это чепуха. Этого не может быть. Нужно беречь имидж, да, мистер Ключ от города? В кабинете Джей Джона Джеймсона газета на заднем плане гласит: «Док Ок все еще на свободе». Это мы с ребятами из отдела рекламы сочинили. Человек-паук 3 стал самым кассовым фильмом 2007 года. Лопни мои глаза, мама родная. Шлепни, прыгни, потри. Чтобы подготовиться к роли Венома, Тофер Грейс тренировался в спортзале в течение 6 месяцев и набрал 11 килограмм мышечной массы. Посмотри на меня, а потом на себя, дохляк. Да, я не такой, но я к этому стремлюсь. Тебе мышц больше, чем в мясном салате, брат. На момент выхода Человек-паук Враг в отражении еще 3 фильма с Тоби уже были в разработке. В них бы появились Мистерио, Ящер, Карнаж, Стервятник, Носорог, Шокер, Скорпион и Крейвен. Но у студии было много споров по поводу сценария с Сэмом Рэйми, так как режиссер настаивал на драме в фильмах и раскрытии каждого антагониста, в то время как боссы Sony планировали увеличивать количество персонажей, толком не прорабатывая их сюжетные линии. Больше никого? Куда еще больше? Аниматоры в Sony Pictures Imageworks основывали движение Венома на больших кошках, таких как тигры, пантеры и гепарды. Клево. Зашибись. Фильм был доставлен в кинотеатры в 3 частях, каждая с поддельным названием. 2 друга по времени, Назад к большому и Слушающее сердце. Это было сделано для того, чтобы попытаться избежать внимания пиратов. Неплохо сказано. Трилогия Человек-паук подарила интернету множество мемов, связанных с мимикой актерской игры Тоби Магуайра. Один из самых популярных мемов, который является собой хитрое выражение лица, как будто его хозяин что-то замышляет, получился в момент, когда Тоби решил немного подурачиться во время неудачного дубля. Уи? Девочка, у которой Джей Джей покупает фотоаппарат, дочь режиссера Эмма Рэйми. Кстати, в этом эпизоде можно заметить отсылку к персонажу комиксов Шокеру. За это меня и зовут Громилой. Будет больно или нет, это ты как сам захочешь. На одном из интервью Тофер Грейс признался, что он является поклонником комиксов и знаком с Веномом еще с детства. Но вот носить костюм симбиота ему совсем не понравилось. Ежедневно требовалось 3 часа, чтобы надеть облачение и нанести грим. Помимо этого, в костюме не было ширинки, и актеру приходилось как можно меньше пить в дни съемок. Все это можно как-то решить. Изначально Мэри Джейн не должна была быть в такси во время финальной битвы. На ее месте по сценарию была Гвен Стейси, в то время как МJ убеждала Гарри помочь Питеру. Изменение было внесено на поздней стадии, и Кирстен Данст совершенно не обрадовалась этому. Осторожно! Берегись. Когда это закончится? Все крики Кирстен Данст в этом фильме были взяты и переработаны из фильма «Человек-паук 2». Или ты не заметил? В
комиксах Гарри Осборн умирает из-за того, что полученная им формула Гоблина была нестабильной и медленно отравляла его. Но в фильме решили добавить драматичности в отношении между друзьями. Однако в последних сценах Гарри его бледный вид является тем самым признаком негативных эффектов формулы Гоблина. У меня дикая ломка. По словам Джеймса Франка, им пришлось сделать несколько повторных съемок непосредственно перед релизом, потому что тестовой аудитории показалось, что в фильме недостаточно экшена. Что? Это точно? Эй, сюда! Я вроде как спрятался. Джеймс Франко снимался в этом фильме и параллельно принимал участие в киноленте «Ананасовый экспресс». О, ты обещал не болтать про это. На похоронах Гарри Осборна можно заметить мимолетную роль Флэша Томпсона. А толку? Это единственный фильм из трилогии, в котором в конце злодей выживает, ведь он, Я неплохой человек. Мне просто не повезло. а Человек-паук не раскачивается на паутине по городу. А тебе понравился третий фильм с Тоби Магуайром? Напиши в комментарии все, что думаешь о фильме и о трилогии в целом. Ставь лайк, обязательно подписывайся, если понравилось, и про колокол не забывай. До встречи в следующем видео.